Как поступают с насильниками детей в тюрьмах? Убивают? Издеваются, иногда даже хуже. Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу про 10 случаев, когда другие заключенные решили наказать детских насильников. И тут никакой жалости. Полная жесть. Вообще, это настоящая проблема — обеспечить педофилам безопасность в тюрьме, чтобы они смогли досидеть свой срок. Почему? Их просто убивают. В США даже создана специальная программа, но работает она так себе. И поверьте, такая проблема не только в США, а во всем мире. Даже среди самых отмороженных преступников сексуальное насилие над детьми считается самой отвратительной статьей. В России их определяют в низшую тюремную касту. Они не могут даже есть с одного стола с другими заключенными. Запрещено говорить с ними, помогать, делить какие-то предметы. Их можно только бить или унижать весь тюремный срок. Они заслуживают меньшего уважения, чем бывшие полицейские. Даже самые отмороженные преступники считают несовершеннолетних запретной зоной. Некоторые заключенные верят, что мстят за детей и берут правосудие в свои руки, тем самым искупая свои собственные преступления. И вот дальше я расскажу про подобные случаи. Начну с Нельсона Сандерсона. Кто он? Осужденный педофил, который отбывал 2 пожизненных срока в исправительном учреждении Сенчури в Эскамби, штат Флорида. Сандерсон был отвратительным человеком, он совершил сексуальное насилие над 2 детьми младше 11 лет, это только то, что удалось доказать. После того, как в июле 2012 года был выдан ордер на его арест, он сбежал в Никарагуа, пытаясь избежать наказания. 4 года он скрывался в Центральной Америке, но в апреле 2016 года его поймали маршалы США, и он был депортирован во Флориду, чтобы предстать перед судом. В октябре 2016 года, во время судебного процесса, его жена Шарлотта заявила, что ее муж боялся умереть в тюрьме, уверяя, что возраст и состояние здоровья не позволят ему продержаться более 6 месяцев. Да и другие сидельцы на него странно косились, и, как оказалось, опасения Нельсона были не беспочвенны. В 2017 году сокамерники избили его до смерти, вставляя в тело инородные предметы. Педофилов никто не любит. Смерть Сандерсона могла принести некоторое облегчение его жертвам и их семьям, но Департамент исправительных учреждений Флориды признал свою неспособность обеспечить его безопасность. В официальном заявлении они обязались привлекать заключенных к ответственности за их поступки и предоставлять безопасные условия для всех заключенных. За насилие предусмотрены дисциплинарные меры, помещение в изолятор и уголовные обвинения, если это применимо, ради безопасности сотрудников и других заключенных. Но, что забавно, обвинения до сих пор не выдвинуты. Следствие будто и не слишком старается в том, чтобы наказать за убийство педофила, хотя тюрьма просто нашпигована камерами. А вот пример того, когда человек намеренно охотится за педофилами. Джонатан Уотсон до сих пор отбывает пожизненный срок в государственной тюрьме Коркоран, Калифорния, за убийство, совершенное еще в 2009 году. Он решил направить свою агрессию в правильное, по его мнению, русло. Какое? Он убил в тюрьме сразу 2 заключенных, обвиненных в сексуальном насилии над детьми. В январе 2020 года Уотсон, которому на тот момент был 41 год, признался, что забил 2 сокамерников насмерть тростью. Его жертвами стали 48-летний Дэвид Боб и 62-летний Грэм де Луис Конте. Оба были осуждены за тяжкие сексуальные преступления против детей и также отбывали пожизненные сроки. В своем письме в одну из газет Северной Калифорнии Уотсон рассказал, что напал на этих 2 в отместку за их поведение в тюремном общежитии. По его словам, ни один из них не испытывал раскаяния. Один из заключенных хвастался своими отвратительными преступлениями и провоцировал Уотсона и других, постоянно включая детские передачи, что особенно раздражало Уотсона. За день до нападения он предупредил тюремного психолога, что его агрессия нарастает и что ему необходимо переводиться в тюрьму с более строгой охраной, но его просьба была проигнорирована. Оставшись наедине со своей злостью, на следующий день Уотсон решил действовать самостоятельно. Взяв трость, он подошел к первому мужчине и несколько раз ударил ее по голове, пока тот не перестал двигаться. После этого Уотсон покинул общежитие, намереваясь найти охранника и сдаться, но по пути встретил второго насильника и также избил его тростью до потери сознания. По словам Уотсона, он считал, что оказывает всем услугу, избавляясь от педофила.
педофилов. Тюремные власти осудили действия Уотсона, заявив, что любое насилие неприемлемо внутри их стен. Однако многие люди вне тюрьмы выразили сочувствие Уотсону, полагая, что он был доведен до крайности поведением тех, на кого напал. Некоторые даже утверждали, что оба педофила получили по заслугам. А что думаете вы? Но идем дальше. И тут у нас Роберт Мангер, заключенный тюрьмы штата Вашингтон, осужденный за преступление против детей, который был приговорен к 43 годам заключения. Но, как вы понимаете, долго сидеть ему не пришлось. В камере он оказался с Робертом Голдсби, которого постоянно дразнил и хвастался своими злодеяниями. Представляете, какой урод? Кто бы мог подумать, что человек, совершивший такие ужасающие преступления, мог бы так нагло хвастаться этим? Его сосед Голдсби оказался в тюрьме за угон полицейского автомобиля и длительную погоню, которая закончилась столкновением и тяжелым ранением офицера. Он не стыдился своего криминального прошлого, но истории о жестоких и извращенных действиях против детей просто выводили его. Эти постоянные приколы и жуткие подробности преступлений Мангера постепенно довели Голдсби до нестабильного состояния. Но знаете, что самое жесткое? Они оба были с одного района, и в одном из разговоров Голдсби понял, что его 70-летний сокамерник – именно тот человек, который надругался над его сестрой в детстве. Это стало последней каплей. В общей зоне тюрьмы Голдсби напал на Мангера сзади, нанес ему 14 ударов по лицу, а затем 4 раза ударил его по голове ногой, прежде чем спокойно уйти. Он получил дополнительные 25 лет к своему сроку и даже извинился перед женой и семьей Мангера, признав, что лишать их близкого таким образом жестоко. Но, несмотря на его раскаяние, многие считают, что он поступил правильно, расправившись с обидчиком своей сестры. А это Сезар Пастрана, осужденный педофил, который был приговорен к пожизненному заключению за насилие над несколькими детьми в своем доме. В 2012 году его арестовали через несколько дней после участия в организованном церковью «Северная звезда» мероприятии с ночевкой. Именно там Пастрана по обвинению надругался над несколькими мальчиками, один из которых получил травму с разрывом кишки. На суде Пастрана признал себя виновным в содомии и растлении малолетних. Судья приговорил его к пожизненному заключению в тюрьме штата Хэнкок. Он оставался там до 16 марта 2020 года. Парень старался не распространяться о своей статье, но стены тюрьмы штата Хэнкок в Спарте, Джорджия, не смогли удержать новости. Его презирали и ненавидели. Какой итог? Сезар Пастрана погиб в драке с другим заключенным спустя 8 долгих лет после вынесения ему приговора. Детали его смерти пока остаются загадкой, но Департамент исправительных учреждений Джорджии подтвердил, что Пастрана скончался от травм, полученных в драке. Это признано убийством, но больше информации департамент пока не раскрывает. Причина конфликта и имя предполагаемого убийцы также остаются неизвестными. Как это бывает, никто особо не рвется расследовать смерть педофила. А вот еще один пример. Теодор Дайер, который был убит своим сокамерником Стивеном Сандерсоном 29 октября 2014 года за растление 9-летней девочки. В 2012 году Дайер познакомился с ребенком, когда она и ее мать переехали в соседнюю квартиру. Он не выглядел опасно, просто приветливый сосед. И мать спокойно позволяла своим детям проводить время в его квартире. Но однажды она увидела нечто ужасное. В холодную июньскую ночь 2013 года женщина вернулась домой и не нашла свою дочь. Тогда она пошла к Дайеру, чтобы найти ее там, но по какой-то причине решила не стучать, а просто вошла в квартиру и в его комнату. Там была голая привязанная девочка. Дайер был приговорен к 50 годам тюрьмы за преступление сексуального характера первой степени. Однако, как уже было сказано, он был найден мертвым в своей камере спустя 9 месяцев. Сандерсон задушил его веревкой ранним утром, прежде чем охранники успели заметить. Он уже сидел в тюрьме за убийство своей девушки в 1991 году и отбывал пожизненное заключение, поэтому думал, что добавление еще одного преступления не изменит его положение, зато мир сделает чище. Слышали про темный интернет? Это место, где продают не только наркотики и оружие, но и детскую порнографию.
фотографию. Человек по имени Ричард Хаккель поднял это на совершенно новый уровень. У него была фан-страница в Дарквебе, где он делился ужасными фотографиями и видео. Что там было? Я думаю, что вы и сами догадываетесь. Число просмотров выросло настолько, что власти США и Австралии организовали настоящее международное расследование, а затем от одного аккаунта к другому они раскрывали личности всех педофилов, пока в конце концов они не вышли на человека, который руководил всем этим – Ричарда Хаккеля. США отследили каждый его шаг, и когда узнали, что он приезжает в Великобританию, чтобы провести рождественские каникулы, они связались с сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью, которые арестовали его в лондонском аэропорту Гатвик. На его ноутбуке и жестком диске было более чем достаточно доказательств его сексуальной эксплуатации детей. В конечном итоге Хаккель был приговорен к пожизненному заключению по 22 пунктам обвинения. Однако 13 октября 2019 года Хаккель был найден мертвым в своей камере, а его тело выглядело так, будто он подвергался многочасовым пыткам. Кто его убил? Пол Фицджеральд, который также сидел в тюрьме за сексуальные преступления только над взрослыми. Он связал Хаккелю руки и ноги, затем заткнул рот кляпом и душил. Но это еще не все. Для развлечения он вставил несколько ложек в зад Хаккеля, Прежде чем заколоть его до смерти. Каким бы зверем ты ни был, всегда найдется хуже. Но похожая история произошла и в июле 2019 года, когда Дэвид Кивер был убит своим сокамерник Джимми Рэй Каррутерсом. Он придушил соседа, а потом прыгал на его горле, чтобы убедиться в том, что довел дело до конца. Откуда такая жестокость? За 10 лет до этого Кивер был обвинен в изнасиловании несовершеннолетнего. Он отсидел свой срок и вышел на свободу, но там не спешил вставать на учет и частенько ошивался возле детских садов. Поэтому был повторно арестован в 2010 году и приговорен к еще 8 годам тюрьмы. Там он встретил Джимми Рэя, который решил, что сокамернику не стоит выходить на свободу. Рэй не проявил никаких угрызений совести и спокойно стоял у двери, пока тюремные надзиратели убирали труп педофила. Но убивают не только насильников. Осознав серьезность своего поступка, он вызвал медиков, но соврал, заявив, что Луна якобы сама ударилась. Несмотря на усилия врачей спасти ее, девочка скончалась через 3 дня. В ходе расследования Дин признался в преступлении и был признан виновным в убийстве. В 2017 году его приговорили к заключению в тюрьме. Там его убил сокамерник Джон Вестланд, решивший, что Дин недостоин жить. Вестланд напал на него, используя флакон с лосьоном после бритья. Примечательно, что сам Вестланд отбывал срок за изнасилование и нападение на женщину. Видимо, решил искупить вину. А вот еще один похожий случай. 22 января 2017 года в тюрьме был найден мертвым Николас Андерсон. Его горло было перерезано самодельным оружием. Преступником оказался другой заключенный Рокки Али Биман. Рокки был известен своими ужасными поступками. Он убивал заключенных, осужденных за сексуальные преступления, и это было известно всем. До того, как попасть на скамью смертников, Али Биман открыто заявил, что ненавидит сексуальных преступников и убьет каждого, кого встретит. Он даже написал письмо судье, в котором выразил свою страсть к убийству этих людей. Почему-то Биман не был приговорен к смертной казни и продолжал находиться в тюрьме. Там он нашел и другую свою жертву – Брайана Хансикера. Рокки задушил его, а потом нанес более 80 ножевых ударов в душевой. Действительно психопат. Ну и куда без самого известного растлителя малолетних? Поставщика детишек для высших мира сего. У нас даже видео есть на тему этого дела. Смотрите на канале. Джеффри Эпштейн – богатейший американский финансист, который организовал целый остров, на который приезжали отдыхать многие политики и знаменитости. Но не одни, а в окружении малолетних девочек и мальчиков. Что происходило на том острове? По словам свидетельниц, голые вечеринки, пьянки с наркотиками и оргии. Как итог, деятельность Эпштейна получила огласку, а он попал в тюрьму. Но 10 августа 2019 года он был найден мертвым в своей тюремной камере. Судмедэксперт установил, что его смерть была самоубийством, но адвокаты и общественность не верят в эту версию. После заключения Джеффри угрожал разоблачить некоторых из самых влиятельных людей в мире, дать показания об их причастности к секс-торговле детьми. А теперь думайте сами, как он оказался в петле.
А на этом все. Кстати, если вы умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад работать с вами. Спасибо за просмотр.